Вы слышали о королевстве Родоков? На его просторах стоят мощные замки, расположенные на горных ухабах. И стены этих замков не раз отражали нападения захватчиков. На гористой местности раскинулись деревушки, бытность которой шла своим чередом. Деревенские ремесленники производили различные товары. В каждом селении были профессионалы своего дела, будь это красильщики или мастера кузнечного дела. И в одной из таких деревушек жила крестьянка по имени Раида. Ее дни и ночи проходили за ткацким станком. Она с малых лет научилась прясть пряжу. В отличие от ее сверстников, девушке легко давалось обучение данному ремеслу. Так и прошла ее юность. В маленьком темном домике, где сутками не прекращался стук ткацкого станка и шуршание нитей. Прошло несколько лет, и сопливая девчонка превратилась во взрослую крестьянку, обладающую внешностью знатной дамы. Она с грацией кошки несла свою очередную работу на рынок, чтобы продать и купить еды, которой, к сожалению, так не хватало. Иногда в кармане не было ни одного динара. И в таких случаях, еще в детстве, ей помогал соседский парень, который покупал у нее ткани. Цена, конечно, была занижена, но этих денег хватало на пропитание. Благодетелем Раиды был сын местного кузнеца, и звали его Матиас. Он уже в детстве положил глаз на невзрачную девчушку, и с каждым годом любил ее все сильнее. Она, конечно, имела симпатию к Матиусу, но стеснялась ответить взаимностью. В один злополучный день на деревню в очередной раз напала шайка горных бандитов. Они разорили крестьянские амбары, изувечили мужчин и надругались над многими женщинами, среди которых оказалась и Раида. Ей никогда не забыть насильника, гнилозубого, бородатого разбойника, от которого разило выпивку и воняло так, будто он не мылся полгода. Делав свое дело, он пощадил ее и не стал убивать. Прошло 5 месяцев, и Раида поняла, что беременна. Матиас долго переживал, его терзали угрызения совести, что он допустил все это, и ничем не помог ей в тот момент. Но что он мог поделать? При нападении его самого ударили по голове дубинкой, и он на долгое время потерял сознание. Смирившись, что ничего не изменить, бедняга принял серьезное решение в своей жизни. Он пришел в дом своей возлюбленной, обнял ее и сказал, что будет любить этого ребенка как своего. Вскоре Матиас и Раида отпраздновали свадьбу, на которой гуляла вся деревня, и был пир горой. Согласно крестьянской мерке, конечно. Кузнец, отец Матиаса, обещал всей деревне, что сделает своего внука хорошим воином. И началась у отца Матиаса тяжелая жизнь. Ему приходилось не покидать свою кузницу целыми сутками, чтобы прокормить молодоженов и подкопить на обучение внука. Но на счастье кузнеца заказов было предостаточно. Вскоре родился мальчик, и назвали его Рэндальф, в честь дедушки. На этом наша история заканчивается, но вы еще услышите о приключениях и странствиях нашего младенца, его юный период жизни, его планы реализации в жизни и тяготы серого средневековья. В следующем рассказе вы узнаете, исполнил ли дед свое обещание, которое дал всем жителям деревни, и на что пришлось пойти, чтобы выполнить данное обещание.